Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. С вами я, Алла Гаврилова. Как вы знаете, 18 сентября мне установили брекет-систему для исправления прикуса. Моя жизнь изменилась, я внешне изменилась. То есть я за эти 1,5 месяца похудела на 7 килограмм. Ам, Потому что изменились мое питание. То есть я стала есть больше жидкой пищи. Если я даже сейчас себе что-то со временем и стала позволять, более такое вот, ну, даже пиццу недавно ела, то есть жаркое, курицу, вот, то есть я это измельчаю очень-очень мелко, ножом потом перетираю вилкой, и тогда только кушаю. Получается, что все мои родные уже покушали, вот, а я еще до сих пор сижу, это все режу, тру. Вот, немного это, конечно, долго по времени у меня происходят теперь мои обеды, ужины. Вот, но вот так вот, по крайней мере, я стала в свой рацион включать уже и другие какие-то блюда, потому что, ну, естественно, на йогуртах, на творожках, на пюре и на котлетках, как я раньше это делала, и далеко не уедешь, и надоедает эта однообразная пища. Вот, изменился у меня также овал лица. То есть я с самого детства была с квадратным лицом. То есть у меня была нижняя челюсть квадратная. Вот, то есть я выложу свои фотографии, вот где это хорошо очень видно. Сейчас я не знаю из-за чего, может быть это из-за брекет-системы. Кстати, меня предупреждали. Мне сразу сказала врач-ортодонт, что ничего колоть ни в губы, там, ни в щеки, никуда ничего нельзя. То есть не нужно мне сейчас ходить к косметологу. В принципе, я этого и не делала. То есть у меня все свое, натуральное. Вот. Но, значит, мысли какие-то у меня есть о том, что мне необходимо поднять немножко овал лица, да, с помощью нитей. Вот. Но мне врач-ортодонт сразу сказала, то есть пока мы ходим в брекет-системе, никаких изменений, никаких уколов, то есть никаких, естественно, нитей, ничего делать нельзя. То есть у вас и так лицо изменится. Ну так вот, у меня изменился овал лица, то есть у меня становится лицо овальным. То есть челюсти у меня, вот эти, нижняя челюсть квадратная, она куда-то ушла. Из-за брекет-системы это произошло. Либо из-за того, что мне удалили 8 зубы мудрости. И как-то это все вот изменилось, я не знаю. Это вот то, что со мной произошло. Да, это я похудела и, значит, изменился овал лица. Вот. 30 октября я была на первой активации. Значит, активация по продолжительности была где-то 1,5–2 часа. Вот. По ощущениям это было очень больно. То есть у меня на глаза наворачивались слезы, я еле себя сдерживала, еле это все терпела. Было желание просто соскочить с этого кресла, как у маленького ребенка, просто вот желание соскочить и убежать, потому что было вот настолько больно. То есть, когда мне снимали, значит, дугу металлическую, когда мне, значит, проводили гигиену, никаких плохих ощущений у меня не было, то есть все было нормально. Вот, как только мне установили новую дугу и стали крепить металлические лигатуры, вот, у меня началась вот эта вот адская боль. То есть зубы как будто бы вот чем-то стягивают. Ой, ну, прямо страшная боль. Я не знаю даже, как вот это вот описать, если даже я хотела просто соскочить и убежать. Металлические лигатуры мне установили для того, чтобы совместить нижнюю и верхнюю челюсть. То есть у меня идет смещение верхней челюсти вправо на 3 миллиметра.
Вот. И для того, чтобы было все ровненько, мне вот сейчас придется носить вот эти вот резиночки, как они называются, эластики. Вот эти эластики я буду носить круглосуточно. Вот, и я их буду снимать только для того, чтобы почистить зубы, сделать гигиену, да, полости рта и покушать. Все остальное время я буду находиться в этих эластиках. Вот, неудобно с ними. Говорю это уже как-то странно. Вот. И, естественно, чувствую какое-то напряжение, давление. Вот, особенно при замене, то есть как только я надеваю новые эластики, я чувствую вот это вот тягу, то есть жесткость вот какую-то, да, какие-то есть неприятные ощущения. Этой процедуры при замене дуги и установления металлических лигатур у меня разболелось все, то есть у меня обе челюсти болели, у меня опять началась боль в суставах, заболели мышцы, то есть вообще чувствовала я себя отвратительно. Врач на меня посмотрела, она говорит: давайте, говорит, я вам сейчас дам таблетку обезболивающую. Вот, но я отказалась, так как я была голодная, но я к ним приехала к 11 часам, было уже время 14:30, то есть я находилась у них 3 часа 30 минут. Вот, я сказала, что я приеду домой, покушаю и тогда уже выпью таблетку. Вот, и причем мне врачи, значит, дали советы о том, что необходимо, естественно, приехать, хорошо, очень плотно покушать, что у меня может к вечеру просто все разболеться, и я уже поужинать не смогу. Я, естественно, расстроилась всем этим вот советом и предупреждением, когда эти услышала. Вот, и приехала, покушала, ну, обычно пообедала. Вот, и выпила таблетку одну, МИГ-400. Вот, где-то в течение часа у меня боль прошла. Вот, ближе к вечеру, где-то к 10-11 часам, когда я стала ложиться спать, провела гигиену, все, было больно, но я все это вытерпела. Вот, стала ложиться спать, прислушалась к своим ощущениям, боль утихла. То есть вот та, которая как бы я щеткой же начала чистить, то есть опять позадевала там все это. Вот, боль утихла, прошла, и я не стала больше таблеток пить. На утро вот, я проснулась, почистила опять зубки. Кстати, проснулась, боли не было, почистила зубки. Боль опять была какая-то небольшая, ноющая. Вот при одевании эластиков опять что-то я почувствовала. Но потом раз это все прошло, утихло, ну буквально там за 5-10 минут. И больше я никаких таблеток не пила. И как я почитала информацию, конечно, мне эти резинки не понравились. Смотрится это ужасно. Если к брекетам я уже привыкла, и мне кажется это даже красиво и прикольно, то с этими резинками я похожа на вампира, и смотрится это не совсем эстетично. Менять мне эти эластики необходимо каждые 12 часов, так как они, ну, с течением времени они начинают растягиваться, и уже нет такого сопротивления. Поэтому эластики я меняю каждые 12 часов. Гигиенисту я заплатила в этот день 6300. И за замену дуги и активацию этой дуги я заплатила так 5200. Вот. И купила вот эти вот новые щеточки. Это мне тоже обошлось в 1710 рублей. Вторую активацию мне назначили на 6 декабря. То есть я так поняла, мне вот эти вот зубки, 7 сейчас, вот, потом 6 будут назад двигать. То есть раз у меня челюсть, как мне врач-ортодонт сказала, идет домиком, а мне надо ее сделать вот так. То есть мне вот эти вот зубки все будут отодвигать назад и, в общем-то, менять вот даже положение зубного ряда. То есть он уже будет не домиком, а таким вот, ну, как полукругом, что ли, получается. Вот. Значит, и сказали, что и вторая активация, и третья будет болезненной. То есть, как бы после третьей уже такой вот явной боли, уже такой вот, как вот я испытала, уже не будет. Вот, так что мне надо настроиться, вытерпеть вот эти вот 2 активации. Ну, я так думаю, что все я смогу.
все я перетерплю, как говорится, чтобы иметь нормальный прикус и жить нормальной жизнью, изживать на двух сторонах. Вот. Поэтому, кстати, еще мне дали совет о том, что перед тем, как пойти на активацию, минут за 30, за час, можно выпить обезболивающую таблетку. Тогда вот таких вот последствий, как были у меня, что у меня болело все, уже не будет. Вот, и я перенесу вот эту активацию, вторую, намного проще. Вот, спасибо, что вы были со мной. Заходите на мой канал, подписывайтесь. Я буду очень рада. До свидания.